Всех приветствую и спасибо, что заглянули на канал Zubar Gaming. А в этом видео мы продолжим говорить про бесплатную игру Roller Coin, в которой главной целью лично у меня является пассивный доход. Это уже второе видео из серии видео о проекте Roller Coin, и всем, кто не смотрел первое видео, рекомендую сразу посмотреть его. Ссылки на плейлист и на регистрацию в Roller Coin будут, как всегда, в описании. В игре присутствует два способа заработка криптовалюты. Это активный способ, когда мы играем в мини-игры и зарабатываем себе мощность для добычи криптовалюты, и пассивный способ при помощи майнеров, которые мы сможем раздобыть, также играя в мини-игры. Так вот, сегодня мы продолжим разбираться в тонкостях данного проекта и очень подробно рассмотрим один из основополагающих блоков данной игры, а именно игры. Ну или точнее будет сказать мини-игры. После данного небольшого вступления мы перейдем к обзору игр, где я поделюсь фишками и секретами из личного опыта для более быстрого прохождения игр, узнаем, какие бонусы мы получим при игре без вложений, играя только лишь в одни мини-игры, и ответим, пожалуй, на самый главный вопрос новичков, почему пропадает мощность. И еще, в данном обзоре будет очень много слов игры и мини-игры, так что заранее прошу понять и простить. Так вот, именно мини-игры это одно из главных занятий при игре без вложений. Здесь мы и зарабатываем мощность, и проходим параллельно Event Pass, а при прохождении Event Pass мы получаем много плюшек, включая бесплатные майнеры и игровую валюту. Проходим ежедневные и еженедельные задания, и также получаем игровую валюту. В общем, очень много механик в роллеркоине завязано на этих самых мини-играх. Сейчас в проекте присутствует 12 мини-игр, которые работают, а также есть 3 свободных слота. И разработчики нам как бы намекают на скорый выход каких-то новинок. Но уверяю, даже этих 12 вполне достаточно. Отмечу, что важным плюсом в комфорте лично для меня является возможность играть, например, только мышкой. Все игры имеют постепенное увеличение уровня сложности, и всего таких уровней 10. Также каждый из этих 10 уровней имеет по 3 подуровня. Но лично я не заметил каких-то изменений в зависимости от разных подуровней, поэтому примем за факт, что чтобы перейти на следующий уровень сложности, нам просто необходимо сыграть 3 раза. А чтобы уровень сложности понизился, нам необходимо подождать 12 часов, и это произойдет автоматически. После каждой игры нам прилетает награда в виде временной мощности. И я обращаю внимание, что именно временной. Об этом подробнее я расскажу чуть позже. И с увеличением уровня сложности количество мощности в награде также увеличивается. Помимо этого нам может упасть дополнительная награда в виде дополнительной мощности. Это может быть 100, 200 или 300 GH. Иногда это буст X2 на полученную мощность от предыдущей игры. Но самые приятные бонусы это игровая валюта и базовый майнер. И для статистики за 2 месяца игры мне выпало 10 таких бесплатных майнеров. Помимо этого, игры имеют свой кулдаун, и чтобы повторно сыграть в уже пройденную игру, нам нужно подождать некоторое количество времени, которое зависит от общего количества игр, сыгранных за сутки. Например, если количество игр равняется 20, то кулдаун у каждой игры будет равен 30 секундам. А если сегодня мы сыграли 120 игр, то кулдаун уже будет равняться 10 минутам, что в целом не так и много, так как общий круг на все 12 игр у вас будет занимать примерно столько же. То есть вы сможете играть практически без остановки, пока не выйдете за порог в 200 игр, так как там уже придется делать передышку примерно на 5-7 минут после каждого круга. Ну и надо сказать, что этот счетчик общего количества игр равномерно сбрасывается каждые сутки в соответствии с тем, во сколько были сыграны игры в предыдущем дне. Например, если мы вчера играли 90 игр с 10 утра до 11:30 и тратили на каждую игру ровно 1 минуту, то сегодня общий счетчик игр в 11:20 будет равен 10, а еще через 10 минут полностью обнулится, и мы сможем играть практически без кулдауна. Это очень помогает в случае, когда нам нужно в срочном порядке отыграть некоторые игры по еженедельным квестам. Теперь поговорим про то, почему у нас пропадает мощность от игр, про уровень вашего внутриигрового компьютера и как максимально долго сохранить нашу мощность. В главной комнате стоит такой вот компьютер, и с него наш игровой персонаж управляет всем нашим хозяйством. Так вот, по умолчанию у нас первый уровень компьютера, и его хватает на то, чтобы полученная мощность от игр сохранялась в течение одних суток. Всего компьютер имеет 4 уровня,
Ну и при повышении уровня мы, соответственно, увеличиваем время сохранения энергии от игр. На втором уровне энергия будет сохраняться трое суток, и чтобы перейти на второй уровень, нам надо сыграть 10 игр. Для перехода на третий уровень необходимое количество игр равняется 20, и энергия уже будет храниться 5 суток. А для перехода на четвертый уровень нам потребуется отыграть 30 игр, и там мы уже получим сохранение энергии на 7 суток. Это значит, что вся энергия, полученная от игр при уровне компьютера 4, будет храниться ровно 7 суток. Подробно разберем на примере. Первая игровая неделя у нас такая. Мы играли без пропуска в 7 дней, и каждый день мы получали по 70 GH. Следовательно, к концу недели у нас будет общая мощность от игр 490 GH. А вот на второй неделе мы сыграли 3 дня, потом сделали перерыв в один день и дальше отыграли еще 3 дня. При том, что за каждый день мы также получали 70 GH, к концу второй недели наша общая мощность снизится на 70 GH и будет равна 420 GH. Как раз за этот пропущенный день. Надеюсь, с этим все понятно. В противном случае пишите вопросы в комментариях, а мы двигаемся дальше. Теперь перейдем непосредственно к самим играм, пройдемся по геймплею и некоторым фишкам. Первая игра Coin Click не очень доходная, но очень простая в прохождении на всех уровнях сложности. Время на прохождение в среднем всегда 40 секунд. Не самая быстрая игра, но зато стабильная. Единственная рекомендация по игре — собирать все монеты на уровне гвоздей в заборе, чтобы из-за спешки не ошибиться и не собрать бомбочку, так как после бомбочки сразу рестарт. Вторая игра Token Blaster. По доходности является одной из самых доходных. На начальных уровнях достаточно простая в прохождении, но с увеличением уровня могут быть трудности. Главная стратегия здесь — убивать всех противников равномерно, так как если к концу игры останется целый ряд нетронутых жуков, их убить будет очень проблематично. Третья игра Flappy Rocket. Здесь доходность средняя, в целом простая игра, и у меня сложилось такое впечатление, что чем выше уровень сложности, тем проще лично мне играть в нее. Единственная рекомендация в этой игре — кликать не по игровой области, а куда-нибудь в угол, так как можно нечаянно нажать на рестарт игры после прохождения. Четвертая игра Cryptonoid является одной из топовых по доходности. Вначале все достаточно просто, но с увеличением уровня могут быть трудности со временем прохождения. Хотя даже на больших уровнях у меня получалось проходить за полминуты. Главная стратегия у меня — это как можно раньше загнать шар на самый верх. Это значительно ускоряет прохождение. Пятая игра Coin Match. Доходность не самая приятная, но достаточно простая в прохождении. Здесь необходимо собрать в ряд 3, 4 или 5 одинаковых символов. При 3 одинаковых мы собираем только 3 символа, при 4 мы собираем всю линию, при 5 мы собираем все похожие символы со всего поля. И очень часто при сборе 5 одинаковых символов запускается цепная реакция, которая позволяет пройти игру практически моментально. Шестая игра CryptoHamster по доходности является одной из топовых и в целом не очень сложная. Здесь нужно просто перепрыгивать со ступеньки на ступеньку, обходя препятствия в виде пришельцев или убивая их бластером. Тут есть небольшой секрет, он заключается в том, что мы можем прыгать за границу поля и выходить с обратной стороны. Это помогает в некоторых случаях. Седьмая игра 2048 по доходности на низком уровне, но чтобы не заморачиваться на игре, стратегия тут следующая. Мы просто не думая перемещаем все монеты по часовой или против часовой стрелки. Например, сперва стрелка вниз, потом стрелка влево, далее стрелка вверх и стрелка вправо. И так пока не пройдем уровень. Восьмая игра Coin Flip. Игра, которая развивает вашу память. По доходу не очень большая, зато ее можно пройти секунд за 15-20 на начальных уровнях сложности. Здесь нам необходимо открыть два одинаковых символа, и моя стратегия такая. Я иду в одном направлении по порядку, стараясь запомнить все, что было до этого, и если встречается повтор, сразу же возвращаюсь и собираю повторки. Девятая игра Доктор Хамстер, аналог Доктора Марио из Денди, если кто помнит. По доходности является средней, но плюс ее в том, что ее можно пройти секунд за 10 при хорошем заходе. Для этого нужно убрать двух микробов, которые у нас есть на поле в самом начале. Но также можно просто набрать нужное количество очков
не заморачиваясь с этими микробами. 10-я игра Token Surfer. По доходности средняя, и на прохождение нужно секунд 40. В целом не очень сложно, нужно только набить руку на прохождение высоких препятствий. И в этом нам поможет двойной прыжок. 11-я игра по доходности одна из топовых, но на прохождение нужно секунд 50. Ее минус в том, что даже на самых начальных уровнях сложности вы можете попасть в ситуацию, в которой у вас не будет выхода и вы потеряете жизнь. И в конце концов может просто не хватить времени, чтобы собрать необходимое количество очков для прохождения. Единственный совет, который может упростить прохождение, я стараюсь быть в среднем ряду, либо в ряду, на котором только что были монеты. А вообще я стараюсь без крайней необходимости пропускать данную игру. Ну и последняя, 12-я игра, Enter the Chainers. Средняя по доходности и достаточно быстрая, проходимая на начальных уровнях сложности. Моя стратегия — стоять по центру и метко стрелять в противника. Здесь иногда падает динамит, и если вам лень стрелять по всем, вы можете дождаться, когда на поле будет максимально много врагов, и собрать динамит. И в завершение оставлю общие рекомендации ко всем играм. Первое. Играйте в полноэкранном режиме, таким образом вы не попадете по окну с рекламой. Это ускоряет прохождение. Второе. После того, как закончилась игра и вы нажмете на кнопку получения энергии, выскочит шкала, которая постепенно заполняется. Я жду заполнения примерно на 3-4 деления и сразу же перехожу к списку игр. Дальше убеждаюсь в том, что пошел кулдаун на только что сыгранной игре. Иногда обновляю страницу, так как эта информация может отобразиться только после обновления, и начинаю новую игру. На этом у меня все. Мы достаточно подробно рассмотрели блок с играми. Надеюсь, что вам все было понятно. А если остались вопросы, пишите их в комментарии, я с радостью на них отвечу. Также предлагаю посмотреть другие видео по данному проекту в соответствующем плейлисте у меня на канале. До встречи в следующих роликах. Всем пока-пока!